Откройте любое приложение, показывающее полеты в реальном времени, и посмотрите на карту Земли. Перед вами возникнет пульсирующая живая система, где тысячи желтых силуэтов самолетов, словно светлячки, медленно ползут по цифровому глобусу. Европа кажется накрытой плотным ковром из маршрутов. Северная Атлантика выглядит как перегруженная автострада в час пик. Восточное побережье Китая, Япония и Персидский залив утопают в воздушном движении. Небо там словно почернело от трафика. Возникает ощущение, что человечество окончательно подчинило себе воздушный океан, что для современной авиации со спутниковой навигацией, композитными материалами и мощными двигателями больше не существует непреодолимых барьеров. Но это ощущение обманчиво, и этот обман опасен. Переведите взгляд в самое сердце Азии, туда, где индийская тектоническая плита с колоссальной силой врезается в евразийскую, и вы увидите пустоту. Огромное, тревожащее черное пятно, полностью лишенное самолетов. Пространство размером с Западную Европу, около 2 миллионов квадратных километров абсолютной тишины. Тибет. Цинхай. Тибетское Нагорье. Крыша мира. Пилоты крупнейших авиакомпаний мира Lufthansa, British Airways, Singapore Airlines прокладывают огромные дуги, обходя этот регион с севера или юга, сжигая десятки тонн лишнего топлива, теряя часы времени, делая билеты дороже, но никто не решается пересечь эту невидимую границу напрямую. Пассажирам в салоне говорят дежурную успокаивающую фразу «Мы меняем курс в целях безопасности». За этой сухой формулировкой скрывается истина, от которой у летчиков старой школы, еще летавших на винтовых машинах, холодеют ладони. Тибет — это не просто высокие горы. Это геофизическая аномалия, атмосферная мясорубка, гравитационная и термодинамическая ловушка, где стандартные процедуры спасения, прописанные кровью в руководствах Airbus и Boeing, оказываются не просто бесполезными, а смертельно опасными. Здесь, на высотах, где обычно летают современные авиалайнеры, Земля находится слишком близко. Небо здесь не принадлежит людям, оно принадлежит ветру, льду и камню. Существует история, которую инструкторы летных училищ рассказывают вполголоса, не под запись. История о том, почему этот регион стал самым большим высокогорным кладбищем авиационной техники в мире. История о пилоте, который много десятилетий назад нарушил правила, решил срезать путь через грозовой фронт и увидел внизу то, от чего за 1 час полета можно посидеть. Он увидел не снег, он увидел металл, бесконечную сверкающую реку алюминия, вмерзшую в ледник алюминиевую тропу, след самой долгой, кровавой и тихой авиакатастрофы в истории, длившейся 3 года и унесшей тысячи жизней. Чтобы понять страх, который и сегодня испытывают современные пилоты перед этим регионом, нужно вернуться в прошлое. 1942 год. Вторая мировая война в разгаре. Японская империя захватывает Бирму и перерезает Бирманскую дорогу, единственную сухопутную артерию, по которой союзники снабжали Китай топливом, оружием и медикаментами. Китай оказывается на грани удушья. Если он падет, Япония сможет перебросить миллионную армию на другие фронты. У союзников остается единственный путь снабжения — воздух. Американское командование принимает решение начать самую амбициозную, рискованную и масштабную транспортную операцию в истории авиации. Воздушный мост из Индии, с аэродромов долины Ассам в китайский Куньмин. Пилоты прозвали этот маршрут «Горбом». Им предстояло перелетать через восточные отроги Гималаев. В их распоряжении были транспортники С-46 «Командо» и С-47 «Скайтрейн», легендарные «Дакоты». Это были надежные машины своего времени,
рабочие лошади войны, но они не предназначались для полетов на высотах 6-7 тысяч метров. Кабины не были герметичными, погодных радаров не существовало, противообледенительные системы представляли собой резиновые ботинки на крыльях, которые надувались, чтобы сбить лед, но они не справлялись с гималайским обледенением. Пилоты летели практически вслепую, прокладывая маршрут через самые высокие горы планеты. Они взлетали из душных тропических джунглей Индии, где температура достигала 40 градусов, и влажность была почти стопроцентной, и уже через час оказывались в ледяном аду высокогорья, где температура падала до -40, а ветры достигали ураганной силы. Этот температурный шок разрушал металл, резину и человеческую психику. Именно тогда, в 1943-1945 годах, родилась мрачная легенда об алюминиевой тропе. Потери были чудовищными. Пилоты мрачно шутили. В ясную погоду нам не нужен ни компас, ни карта, мы просто летим по блеску обломков внизу. Самолеты падали ежедневно, иногда по 3-4 борта в сутки. За 3 года операции «Горб» было потеряно 594 самолета, почти 1700 человек погибли или пропали без вести. Это больше, чем потери в некоторых крупных морских сражениях той войны. И в большинстве случаев их убивали не японские истребители «Зеро», а сама физика Тибета, погода и горы. В ноябре 1944 года капитан ВВС США, назовем его Роберт, пилотировал тяжело загруженный С-46. В грузовом отсеке находились бочки с высокооктановым авиационным бензином и ящики с боеприпасами, летающая бомба. Ночной рейс. Над хребтом его настиг не просто шторм, а муссонный циклон, усиленный горным рельефом. Радиокомпас сходил с ума из-за магнитных аномалий, богатые железной рудой горы искажали показания приборов. Роберт потерял ориентировку. Его сносило боковым ветром скоростью более 150 миль в час, самолет летел крабом. Пытаясь найти разрыв в облаках и избежать столкновения с невидимыми вершинами, он попал в чудовищный восходящий поток. 20-тонную машину подбросило вверх, как сухой лист. Самолет оказался на высоте, где двигатели начинали захлебываться от нехватки кислорода, и в этот момент облака разошлись. Полная луна залила пейзаж мертвым синим светом. Роберт ожидал увидеть снежные пики, но увидел гигантское узкое ущелье, стены которого уходили вверх на километры, а дно сияло. Это был не рассеянный блеск снега, а жесткое зеркальное свечение полированного металла. Он снизился, рискуя разбиться, ведомый ужасом и нездоровым любопытством, и разглядел детали. Ущелье на многие мили было завалено самолетами. Фюзеляжи С-47, оторванные крылья С-46, хвосты бомбардировщиков Б-24 с белыми звездами. Они лежали слоями, одни припорошенные снегом, другие свежие, блестящие, с еще не тронутым коррозией металлом. Это была аэродинамическая ловушка, накопитель, куда воздушные потоки затягивали заблудившиеся, обледеневшие и поврежденные машины. Там лежали сотни самолетов, а в каждом — замерзшие экипажи, мумифицированные холодом, навсегда застывшие за штурвалами. Вечная мерзлота законсервировала их в момент гибели. Роберт чудом вывел самолет из ущелья, используя форсаж на грани взрыва двигателей, и вернулся на базу в Индии седым. Его рапорт немедленно засекретили, чтобы не сеять панику среди пилотов, которым предстояло лететь на следующий день, но слухи все равно распространились и подтвердились десятилетия спустя, когда спутники начали фиксировать обломки в тающих ледниках. Тибет не отпускает своих жертв, он хранит их вечно. Почему же современные пилоты до сих пор избегают этого неба, несмотря на герметичные кабины, спутники и суперкомпьютеры?
Ответ кроется в базовых протоколах безопасности. Главный кошмар на высоте 10-12 километров — разгерметизация. При взрывной декомпрессии давление в салоне мгновенно падает, и на такой высоте парциального давления кислорода недостаточно для работы мозга. Возникает гипоксия. Время полезного сознания — всего 15-30 секунд. За это время пилот должен успеть надеть кислородную маску, иначе потеряет сознание. Но даже после этого спасение не гарантировано. Запас кислорода ограничен. Пассажирские маски работают лишь 20 минут. Инструкция требует немедленного экстренного снижения до высоты около 3000 метров, где человек может дышать без помощи. Этот протокол работает почти везде, кроме Тибета. Средняя высота Нагорья составляет 4,5–5 тысяч метров, а пики поднимаются до 7 и 8 тысяч. Здесь просто не существует безопасной высоты для дыхания. Самолет с пробитым фюзеляжем оказывается в ловушке. Остаться на эшелоне значит обречь всех на смерть от гипоксии, снижаться значит врезаться в горы. Это закрытый эшелон, смертельная вилка выбора. Даже полностью исправный самолет сталкивается с другой угрозой — струйным течением. На высоте крейсерского полета над Гималаями проходит мощнейший джетстрим. Гималайский хребет стоит перпендикулярно этому потоку, как гигантская плотина. Воздух взмывает вверх, формируя гигантские горные волны, а затем обрушивается вниз, создавая роторы, невидимые вихри с чудовищной энергией. Часто в этом воздухе нет облаков. Радар молчит, небо кажется спокойным, но самолет может за доли секунды получить удар с перегрузкой 5-6 га, превышающий предел прочности лайнера. Его может разорвать прямо в воздухе. Добавьте к этому экстремальный холод. В редкие зимние периоды температура на эшелоне над Тибетом может падать до минус 70–80 градусов. Авиационный керосин начинает кристаллизоваться, забивая фильтры и останавливая двигатели. Инструкция требует снижения или разгона для нагрева топлива, но снижаться некуда, а разгоняться опасно из-за турбулентности. Это термодинамический тупик. Даже отказ одного двигателя над Тибетом может стать приговором. Самолет обязан снизиться до высоты, где один мотор способен тянуть машину, но минимальные безопасные высоты здесь часто превышают потолок одного двигателя. Траектория вынужденного снижения пересекается с рельефом, и столкновение с горой становится неизбежным. Добавьте магнитные аномалии, радиомолчание, отсутствие наземных станций и невозможность спасательных операций, и станет ясно, почему запрет на полеты над Тибетом — это не бюрократия, а негласный договор между человеком и горами. Мы научились летать быстрее звука и садиться в тумане, но не научились побеждать географию и физику атмосферы. Тибетское Нагорье остается местом, где авиация бессильна, местом, где небо принадлежит не нам. Когда вы в следующий раз увидите на экране странную дугу маршрута вашего рейса, помните, что этот крюк сделан не просто так. Там, в ослепительно-белом безмолвии, лежит флот призраков, 1000 тонн алюминия и 1000 судеб, напоминающих о границах человеческих возможностей. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.